Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Что хочу сегодня? Вообще было настроение пораскрашивать фломастерами. Знаете, такое фломастерное настроение несколько дней подряд. Собственно говоря, я уже пару иллюстраций раскрасила, тоже также в раскрасках по номерам. Сегодня хотела раскрасить что-нибудь тоже из этой серии. Ну и тем более появился повод. Вы все знаете, я когда раскрашиваю, в принципе, я говорю всегда, да, стараюсь, по крайней мере, я крашу, особенно в последнее время, кариокой. Вот, допустим, мандала, вот такая вот цапелька. Я всегда крашу кариокой, мне нравится. Ну, а сегодня появился повод еще и не просто пораскрашивать, но и потестировать новые фломастеры. Я давно их уже видела у нас в фикс прайсе, но как-то не решалась взять. Тут мне Мила показала. Эти фломастеры тоже купила. Ну, я решила, что... Ну, а в общем-то, почему нет? Единственное, я почему-то думала, что их меньше в наборе. Это вот такие фломастеры. Это тоже Fantasy Kids. Здесь 60 штук. Предыдущие были, по-моему, если не ошибаюсь, 56. Здесь 60 штук. Я взяла с единорожкой. Ну, что здесь заявлено? Ничего интересного. Набор фломастеров 60 штук. Best Price, Московская область, Химки. Производитель, как всегда, у нас ЧОО КНР. Состав: полипропилен, фибра, вода, глицин. Ну, в общем, все как всегда, да. 2-4 месяца срок годности. И, к слову, сентябрь 21 у них изготовление. Вот такое ведерко, даже с ручкой. Они были заслюдированы, такой в слюде. Я уже сняла эту целлофанку. Ну и, собственно говоря, вот крышечка, да. Вот они все фломастеры. Они прям, по-моему, один в один, как и которые 56 оттенков. Все то же самое. Но, тем не менее, давайте попробуем. Я взяла листочек, немножко пошумлю. Взяла листочек, сделаем выкраску. У меня были такие фломастеры, я уже вижу, вот даже, видите, два повторяются, здесь два повторяются. Ну да, некоторые повторяются. Ну, ничего страшного, по-моему, такое ощущение, как будто не некоторые, а большая часть из них повторяется. Ну, собственно говоря, ничего страшного. Меня интересует пару оттенков, которые, допустим, у меня уже в других фломастерах так или иначе не пишут. Допустим, вот, смотрите, какой интересный оттеночек. Достаточно хорошо пишут. Ой, прошу прощения. Такие вот к телесным, да, я бы сказала, можно их отнести, эти оттенки, максимально. Вот такой вот, посмотрите, какая прелесть. Ну, какие-то чуть более суховатые, какие-то более плывут. Понятное дело, что будут, наверное, немножко, ну, у меня обычно офисная, но в целом пока все в порядке. Плыть. Ой, этот вообще прям такой супер-пупер водянистый, конечно, не соответствует, да, своему колпачку. Ну, меня интересовал, опять же, черный и вот как раз-таки голубой. Я тут не так давно красила, мне голубых не хватает. Либо сохнут, либо заканчивается. Голубой. Здесь, наверное... Ух ты! Еще надо открыть его. Такой вот черный. Не царапают, я смотрю, не скатывают бумагу, что уже радует. Так, здесь вот тоже как вроде как черный, да что ж такое, они прям не хотят доставаться. Один, видимо, темнее, один посветлее, но мне кажется одно и то же. Ну вот этот более такой плывет, этот менее. Уже радует. Будет выбор, да? Ну также вот я вижу прям их два салатовых. Ну,
наверное, сейчас весной, если красить постоянно в весенние иллюстрации, то, в принципе, почему нет? Вот еще один вижу интересный цвет такой, вроде как серый. Посмотрите, какой красивый. Тоже не совсем соответствует своему колпачку, но почему нет? Имеет место быть. Вот такой вот коричневый. Слушайте, ну неплохо. Не скажу, что прям это вау, но неплохо. Такой вот фиолетовый. Достаточно красивый. Давайте возьмем и близкий. Ну, этот светлеет. Я смотрю, прям они, ну, понятное дело, когда сохнут, они чуть светлее становятся. Все фломастеры, в принципе. Вот красивый оттеночек. Этот, ну, в принципе, плюс-минус соответствует своему колпачку. Я не знаю, колпачку, футляру. Вот такой вот, посмотрите. Ну, в целом я довольна. Цвета очень даже интересные, красивые. Некоторые, ну, смотрите, зеленый. Зеленых здесь достаточно много. Но я сейчас хотела посмотреть. Не пойму, этот светлее, наверное. Хотя один и тот же, да? Посмотрим, как будут сохнуть. Вообще, судя по футлярам, этот светлее, но, как показывает, да, одно и то же. Вот такой вот. Смотрите, какая прелесть. Ну, в общем, в целом я довольна. Вполне хороший набор. Желтые, теплый есть желтый, есть холодный. Ну, такие прям, слушайте, достаточно водянистые оттеночки, фломастеры. Такой вот песочный. Тоже бывает частенько нужен. Смотрите, какая прелесть. Рисуют достаточно хорошо. Я уж не буду все 60 выкрашивать. Ну, на один смотрю, все зеленый. Такой какой-то синий-зеленый. Тоже красивый цвет. Да, красивый, смотрите. Вот. Достаточно красивые оттенки. Я думаю, имеет место быть набор. И сейчас скоро сезон отпусков. Я думаю, вполне можно обойтись и таким наборчиком. Ну и, собственно говоря, в общем-то, мне хотелось их потестировать не столько на просто листочки, потому что бывает, знаете, делаешь выкраску, это одно, а раскрашиваешь это другое. И я вспомнила случайно, увидела, что у меня еще один есть тигр. Вот такой вот замечательный тигр. И я хочу его раскрасить. В общем-то, почему нет? Ну, можно, конечно, что-то более... Так, где он тут? Потерялся. Более что-то весеннее там, да, или еще что-то. Ну, мне захотелось вот именно тигра раскрасить. Так, вот он красавчик наш. Достаточно крупные здесь детали, можно и маркерами. Ну вот решила начать с него. Так, ну что у нас, начнем, да, восьмерочка. Это вот такой вот светло-зеленый оттенок. Угу. Здесь может быть и такого, и не быть. Но я думаю, что есть, надеюсь. Я просто вижу совсем салатовый. И вот, наверное, надежда вот на этот фломастер. Ну, не то чтобы. Не сказала бы, но эти совсем, видите, светлые, они совсем сюда никаким образом. Поэтому пусть будет этот. Ну, в конце концов, опять же, ой, надо еще умудриться этими фломастерами тут прорисовать. Он достаточно водянистый.
Мне кажется, они будут протекать. Все-таки. Но в целом так аккуратно подлезть. Я вот сейчас понимаю, что я сначала думала, надо было что-то более помельче, детальки, да, поинтереснее что-то выбрать. Но сейчас понимаю, что вполне правильный выбор, потому что смотрите, как плывут фломастеры. Достаточно такие водянистые. И, конечно, на очень тоненьких деталях это будет проблематично. Но все протекает, да. Слушайте, ну я на всякий случай, жалко будет рисунок следующий, поэтому да, будем чего-нибудь подкладывать. Ну, в целом имеют место быть, можно пользоваться. Скорее, знаете, где-то, где более либо крупные детали, либо ну вот цветовые квесты, я думаю, вполне подойдут для этих целей. Какие-то не слишком мелкие мандалы, еще что-то. В общем, в целом имеют место быть. И эти фломастеры, я думаю, можно ими раскрашивать. Ну вот конкретно зеленый, конечно, оставляет желать лучшего, потому что очень сильно плывет и, конечно же, тяжеловато им раскрашивать. Вот одно радует, что рядом, собственно говоря, девятка у нас тоже зеленый, более темный, если не ошибаюсь. И по крайней мере с этим проблем не будет, да? Можно будет, если что, ну как-то перекрыть. Но в целом, как я уже сказала, можно раскрашивать. Мы сейчас попробуем его закрасить. Я думаю, вполне имеют место быть фломастеры. Цвета красивые, яркие достаточно. Ну вот единственный, пожалуй, небольшой недостаток — это то, что слишком напитаны. И слишком тоненькие детальки вы не прорисуете. Пишущий узел здесь вроде обычный, но в то же время он такой достаточно толстенький. Вот. Поэтому решать вам. Но в целом можно сказать, что покупка стоит своих, в общем-то, денег. Можно ими пользоваться, можно раскрашивать вполне. Детям так тем более подойдет. Им, я так думаю, не совсем принципиально очень тонкие детальки, да, если смотреть, вот, допустим, раскраски по номерам, этих Хоббитека и так далее, там более такие более крупные, толстые какие-то детали. То есть нет вот таких тонюсеньких, да? Ну, по большей части деталек. И можно ими раскрашивать. Ну, а рисовать тем более. Если детки любят рисовать фломастерами, то это самое то. В принципе, неплохо. Посмотрим, может быть, в процессе, знаете, бывает так, что купишь, они прям плывут, но пока новые. И в процессе раскрашивания постепенно они более так подсыхают и уже не настолько заплыв у них вот этот вот не настолько мокрые становятся, поэтому может быть и здесь также будет, не уверена, но имеет место быть. Так, ну докрасим уже с вами эту травку. В целом, ну вот, наверное, за исключением вот этого момента, вот таких, что очень-то не пусенькие. Ну, бывает, знаете, даже очень обычные фломастеры хорошие с этим тоже не особо справляются. Поэтому, в общем-то, тут
к такому достаточно бюджетному варианту как бы никаких претензий. Я знаю, для многих уже даже сейчас скажут, что не так уж и бюджетно. Не спорю. Сейчас некоторые моменты смотришь в фикс прайсе дороже, чем в других магазинах некоторые какие-то товары, поэтому опять же нужно присматриваться. Ну, у нас в целом, что в фикс прайсе, что в таких магазинах плюс-минус, я так думаю, ну, судя по тому, что я вижу, именно вот такие фломастеры обычные где-то так и стоят, и все равно в любом случае эти выгоднее наборы, по крайней мере 60 штук выгоднее. Я вот чек не взяла с собой, но не больше 200 рублей. Ну да, пускай будет, даже пускай, навряд ли 300. Так, ну что, тут тоже восьмерка. Ого-го, какая большая у нас с вами площадь получается. Я-то думала по-быстрому и к другому цвету перейти, посмотреть, что получится. Ну, давайте попробуем. Представляете, какой объем? Вот такие, наверное, иллюстрации лучше все-таки маркерами красить или брашпенами, потому что, ну, фломастер в любом случае, любой, даже самый хороший, все равно будет хоть немного, но полосить и так далее. Я как-то к этому спокойно, я не придираюсь, скажем так, к тому, что они полосят и так далее. Вот, допустим, от Центропен пастельные брала оттенки фломастеры. Фломастеры обалденные, но у них даже вот этот пишущий узел-то не пусенький, прям, знаете, очень тоненький. И где-то мелкие детали здорово прокрашивать, но когда вот такую площадь закрашивать, то, конечно, это уже не здорово. Они хочешь не хочешь будут полосить. Вот. Продолжаю свой хобби-влог. Вот так у меня получается. Продвигается дело. Вот такой тигр, что как-то медленно. Вроде как здесь все такие огромные детали. Все такое большое, но вот как-то медленно. Ну, понятно, немного полосят. Даже некоторые много полосят фломастеры. Роза был вообще, знаете, такой прям, я бы сказала, слишком водянистый, как будто акварелью крашь. Мокрая была бумага. Понятно, она вот видно, да? Понятное дело, все протекает. Ну, это не страшно. Я подкладываю листочек на всякий случай. Здесь иллюстрация односторонняя, но на всякий случай ложу листочек под низ. И не страшно. В целом, за 200 рублей имеют место быть. 249, по-моему, или 246. Как-то так цена на них была, если быть точнее. Да? По крайней мере, у меня в чеке. Имеют место быть. Не хватает пару оттенков. Мне здесь, допустим, прям совсем бледно-бледно-розовый. Они здесь такие прям, видите, неоновые, яркие, розовые. Допустим, там девчонки хулиганят, извиняюсь, на заднем плане. Они здесь достаточно такие яркие, насыщенные оттенки. А мне нужен был здесь вот, судя по циферке, сейчас я вам покажу. Так, один. Напитаны очень хорошо фломастеры сами по себе. Поэтому здесь вообще, видите, я бы не сказала, что это вообще розовый на 100%. И такой вот аж неоновый фломастер. Тише, тише, девочка. Это не 3. Ну, а мне нужен был по факту вот такой вот бледный, фактически белый. Конечно же, его здесь не хватает в наборе. Хотелось бы, чтобы был. Ну, ничего страшного. Я считаю, что не страшно, не критично это все дело. Поэтому нормально. Голубой тоже не совсем здесь голубые. Но они все красивые, я не спорю. Просто некоторых, конечно, не хватает именно как по номерам, вот именно в этой раскраске. Так-то в целом некоторых даже за глаза
оттенков. Ну, я думаю, что это опять же не критично. Я вот решила вместо одного голубого взять вот такой, попробовать. Имеет место быть, и я думаю, мятный скорее, да? Не голубой, не мятный, такой вот красивый цвет. Пусть будет вот такой вот, там, не знаю, небо или что это нарисовано, да? Пространство дальше. Ну, зелень. И дальше что-то, видимо, как уже пространство это. Я думаю, вполне, гляньте, как здорово. Если, допустим, водичка где-то какая-то раскрасить, именно вода тоже имеет место быть. Такой цвет. Тоже вполне интересный оттенок. Вполне так, скажем, носибельный, да? Можно его использовать. Вот, ну, понятное дело, как я уже сказала, они будут полосить. Можно, в общем-то, наслаивать, но тогда будет совсем темный, мне кажется, оттенок. А? Рыба, да, рыба. Мне не хочется просто темного здесь. Он и так какой-то, при всем при том, что не особо такие темные оттенки используются. При этом он все-таки достаточно получился темненький здесь, этот тигр. Но это не страшно, я, как уже говорила, я к этому вполне отношусь спокойно. И к полосатости фломастерной, и ко всему остальному. Вполне спокойно, конечно, можно было бы. В планах есть какой-нибудь выбрать тоже такой достаточно с крупными деталями и все-таки попробовать акварелью здесь. Но опять же не факт, потому что бумага здесь не ахти, очень тоненькая. Не уверена, что это будет правильно совсем решением. В общем, фломастеры имеют место быть, как вы понимаете. Сейчас мы быстро здесь доделаем, чтобы они и так полосят. Если еще будут совсем сохнуть, вот эти вот границы, конечно, будут так. Вот уже видите, тороплюсь. Имеют место быть, можно брать вполне. Детям, я думаю, тем более под совсем детские раскраски тоже имеют место быть. Ну, не знаю, такого прям, что кричать караул, зачем я это купила, нет, такого нет, не скажу. Вполне приличные, яркие, отлично напитанные. Ну, в наше время так вообще вполне адекватно стоит. Многие сейчас, конечно, начнут говорить, что дорого или еще что-то. Не знаю, я почему стараюсь и не говорить. Вот многие тоже пишут, когда молчишь про цены, многие пишут, почему цену не говоришь, да, там. А когда начинаешь говорить цену, ну ты же все равно в любом случае, когда снимаешь, говоришь, вы же понимаете, что я ее применяю в первую очередь на себя, говорю за себя, а потом уже за все остальное. Так вот, когда я говорю вполне хорошая цена, начинают девочки возмущаться, я начинаю лишних, чтобы не было вот этих вот обид каких-то, да, недопониманий, недоразумений, я молчу. Тогда начинают писать, почему не говоришь цену, не озвучиваешь цену. Ну, дело в том, что в нашем городе и по нашим ценам это вполне неплохая цена за 60 фломастеров. В других городах это может быть непомерно дорого. Поэтому не старайтесь как-то найти в этом какой-то подвох, а именно просто что-то. Я говорю за себя, за свой город. Есть, конечно, и подешевле, но там и оттенков меньше. Не хулиганьте, девочки, не шумите. Поэтому да, девчонкам так вообще приглянулись. Смотрю, пытаются у меня это ведро стащить, да? Вот, вот такой у нас получается тигр. Достаточно красиво. Да, достаточно красиво, здорово. Спасибо, что были, что посмотрели. Пишите комментарии, пишите, у кого тоже есть такие фломастеры, как они вам. Может, вы где-то в других раскрасках их применяете, и это гораздо удобнее и лучше, чем здесь. Но в целом, я говорю, я не придираюсь к таким моментам в раскрасках, поэтому меня устраивает здесь раскрашивать. В цветовых, наверное, это будет еще лучше, но у меня города, а там очень тонкие линии. Не знаю. Если частично, то да, их можно и там использовать. Вот такой был небольшой обзор, покупочки.
Так что, кому понравилось, присмотритесь. Вполне достойные фломастеры. Всем хорошего настроения весеннего. Всех еще раз с Масленицей. Уже подходит к концу Масленица. Хорошего настроения. Скоро весна. Уже будет в полном объеме, да, пока что все-таки на календаре, я смотрю, в большинстве городов скоро она все-таки к нам придет, даже к нам, ну и, соответственно, летом. Всем творческого вдохновения, новых каких-то покупок, рисунков, ну и хорошего просто настроения весеннего. Пока-пока!